Тема «Симулированная реальность или смоделированная реальность». Симулированная реальность или смоделированная реальность – это гипотеза о том, что реальность может быть смоделирована. Например, с помощью квантового компьютерного моделирования до степени неотличимой от истинной реальности. Она может содержать сознательные умы, которые могут знать, а могут и не знать, что они живут внутри симуляции. Это сильно отличается от нынешней, технологически достижимой концепции виртуальной реальности, которую легко отличить от реального опыта. Имитируемую реальность трудно или невозможно отделить от истинной реальности. По этой теме много споров, начиная от философских рассуждений и заканчивая практическими приложениями вычислительной техники. Версия гипотезы симулированной реальности или смоделированной реальности была выдвинута в рамках философского спора французским философом Рене Декартом, а позже канадским инженером Хансом Моравиком. Шведский философ Ник Бостром разработал серьезные расширенные аргументы, следующие вероятность того, что наша реальность является симуляцией. Аргумент гласит, что по крайней мере одно из следующих утверждений с большой вероятностью является правдой. Первое. Человеческая цивилизация вряд ли достигнет уровня технологической зрелости, способного создавать имитируемые реальности или симуляции, физически невозможно сконструировать. Второе. Цивилизация, достигшая сильного технологического статуса, скорее всего, не создаст значительного числа смоделированных реальностей, таких, которые могли бы вывести вероятное существование цифровых сущностей за пределы вероятного числа реальных сущностей во Вселенной по любой из ряда причин, таких как отвлечение вычислительной мощности для других целей. Задачи, этические соображения, связанные с удержанием сущностей в плену, смоделированных реальностях и так далее. Третье. Любые сущности с нашим общим набором переживаний почти наверняка живут в симуляции. Четвертое. Мы живем в реальности, в которой постлюди еще не развились, и мы действительно живем в реальности. Пятое. У нас не будет возможности узнать, что мы живем в симуляции, потому что мы никогда не достигнем технологических возможностей для реализации признаков симулируемой реальности. Эпистемологически нет ничего невозможного в том, чтобы определить, живем ли мы в симуляции. Ник Бостром предполагает, что может появиться окно со словами «Вы живете в симуляции, нажмите здесь для получения дополнительной информации».